Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Если что, сегодня у нас будет ASMR контент, потому что у меня на часах 3 часа ночи. В общем, краткая предыстория. Я закончил смену, 8 часов вечера. Так, плотненько покушал и поддался соблазну то, что я хочу поспать. Я, не выдержал и, короче, лег, скажем так, подремать пару часиков, то по итогу уснул, и вот в 3 часа ночи проснулся, поэтому буду для вас готовить контент со свежей головой. Немножко сонной, правда, но со свежей головой зато. Поэтому, ребят, присаживайтесь все поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, дня. Вот я же, видите, как запыхался, пока говорил эту фразу, так, знаете, как будто, не знаю, марш-бросок пробежал какой-то. Короче, если у вас есть вопрос, что же сегодня будет за сборка, на самом деле я хочу протестировать одну стабильную сборку, о которой я говорил в предыдущем ролике. Это гоблины плюс рыцари. Либо же, гоблины плюс рыцари. Вот это вот гениально, со свежей головой. Да, аж оговорился. Такая оговорочка по Фрейду. Короче, это древние плюс рыцари. Либо же это будут гоблины плюс древние. Почему так? Смотрите. Почему я вот хочу именно рыцарей? На самом деле все просто. Рыцари намного мне больше нравятся под древних, потому что у древних синергия работает следующим образом. Когда вы получите отхил, начиная от 100 единиц, то, соответственно, будет срабатывать синергия древних. И срабатывать эта синергия будет раз в 3 секунды, и работает она, по-моему, если не ошибаюсь, в области одной клетки. Это нигде не указано, но вокруг героя, скажем так, работает. И если поставить всех этих героев на первую линию, это огромный нюк с чистым уроном. И под нового героя это прям нереальная тонна дамага чистого урона, который еще поделится по области. То есть в идеале под такую сборку, под древних, сделать еще нового героя в 3 звезды, потому что да, урона будет космическая цифра. И вот почему мне не нравятся конкретно гоблины. Гоблины дают хп-реген, ты там можешь поставить чернокнижников, энча, инвестиция в лучшее будущее. Но я, кстати, энчу использую. Барабан войны возьмем. И рок войны возьмем. Может, поиграем через, соответственно, суммон. Посмотрим. Не хочу, скажем так, загадывать, но может мне Фурион в 2 звезды придет, а может он мне в 3 звезды придет, и мы поиграем через пеньков пока что. На самом деле пеньки, они будут довольно-таки сильные. Тут как бы гадалки не ходи, это будет очень сильно. На самом деле мне хочется еще попробовать записать зоопарк, но, наверное, это будет не в этой игре. Ну, мы посмотрим. Короче, это мы посмотрим. Может... Я буду на гоблинах... опять гоблины эти. Это ты просто гоблины головного мозга. У меня просто, понимаете, мысль сейчас по поводу гоблинов висит, чтобы я ее не потерял. И вот просто вместо того, чтобы сказать рыцари, говорю гоблины. Ну, они, в принципе, похожи. На самом деле нет. И почему мне не нравятся гоблины? Гоблины дают хп-реген. И ты максимум, если... Ух ты, ничего себе. Надо брать. Надо брать. В орка-охотника я сейчас верю поболее. Блин. Ладно, возьмем, короче, древних пока что. Может, получится ранних древних сделать. Ладно, разберемся. Мне не нравятся гоблины, потому что они дают свой хп-реген. И там за 3 секунды, ну сколько? 30 хп-регена всего лишь будет, да? Но до сотки наберется. И баф чернокнижников еще нужно учитывать, который, соответственно, тоже дает отхил. И, соответственно, отхил на чистый урон никакой не работает. Поэтому стычек с руки и тому подобное, этот отхил будет стакаться. И вот синергия древних, как по мне, под гоблинами не сильно раскрывается. Да, синергию гоблинов можно использовать против тех же самых охотников. Ну, просто против много физического урона. Но, как по мне, рыцари намного эффективнее будут из-за того, что они будут давать стартовый огромный нюк в виде... Ну, извините меня, 300 чистого урона вокруг. Плюс это все под нового героя, которая поделится еще на всех по области. Это прям очень сильно. И поэтому я рыцарей больше люблю, нежели гоблинов. Я пробовал на гоблинах играть. Это прикольно. Но только когда у тебя много физического урона против тебя. И ты делаешь основного там керри, допустим, темного лорда, да, который там будет выжигать своим щитом и, соответственно, еще и хилиться сверху. Тогда да, но это хрень полнейшая. И никому не рекомендую. Лучше играть через рыцарей, потому что тогда вы получите плюс 300 хп сразу на первых секундах раунда. И, соответственно, синергия древних раскроется на полную катушку, нежели ты будешь
играть через гоблинов, и синергия древних на полную катушку не будет раскрываться. И рыцари мне нравятся тем, что они поглощают как физический, так и магический урон, когда, соответственно, щит рыцарей работает. Кабанчик. Еще одного. Еще одного. Еще одного не смог забрать. Ну ладно. Не, это хорошо. Блин, идет хорошо. Отлично даже идет. Я бы на самом деле даже и на охотниках бы стартанул. Но не буду. Я вот так пока что буду делать. Если еще сейчас Огр в 2 звезды придет, то, соответственно, вот этот орк-охотник будет так раскрываться на 200%. Его кабанчики будут душить, нечего делать. У меня еще есть урок войны. И вот я тоже рекомендую, ребят, если вам упал орк-охотник, обязательно собирайте его в 2 звезды и закидывайте ему предметы, если у вас есть урок войны. Это слишком сильный кабанчик на 2-м уровне. Да, его там порезали насчет его КД, но если у вас есть Огр, и Огр закинул ворка охотника, 2 кабана появляется, мало ли того, что эти кабаны замедляют скорость атаки, они еще и бьют магическим уроном, это очень много. Они имеют кучу хп, кучу брони и довольно-таки неплохую тычку. Вот смотрите, сейчас 2 кабанчика, поехали. Тух, тух, тух. Чекайте просто на урон. Просто как они выжигают. 3100 урона. На первых раундах этот кабанчик нереально мощный. А в будущем, вот если, допустим, будете играть, да, и захочется вам собрать этого орка-охотника в 3 звезды, его кабанчик будет ближнего боя. Эти кабанчики будут с маной, но они будут агрить на себя в радиусе одной клетки. И, соответственно, они будут бить чистым уроном. И, в принципе, все. В принципе, все. И вернемся к нашим любимым древним и рыцарям. Рыцари не дают защиту от магического и физического урона. Там вроде 60%, короче, ну, сама суть. Это очень много. И если есть омник, то древний раскрывается вообще на 500%. Тогда на самом деле и рыцаря можно брать. Но, скажем так, будем стандартную ситуацию сейчас разыгрывать, когда омника нет. И посмотреть, насколько, соответственно, эта сборка себя раскроет. Да, я вот буду сейчас целенаправленно, тупо на рыцаре сидеть, на древних и вот до талого топить с этой сборкой. Все. Тут мне, к сожалению, охотники вынесли. Ну, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. По поводу стрима, кстати, хочу сказать. У меня сейчас будет 2 выходных, но, как я уже говорил ранее, у меня уже 3-ю неделю нет нормального, стабильного света, потому что проводятся ремонтные работы по улице и все такое. Так, Луну продал, если что, я, наверное, буду все-таки играть через волшебников, там поставлю какого-то Леона, он там чел на 2-м месте вообще уже древних собрал, на самом деле бесполезно то, что так ты древних собрал, но пусть будет. Вот, давайте так, чтобы сейчас не растягивать вот эту вот тему по поводу стрима, подпишитесь на мой телеграм-канал, я там буду давать информацию, когда будет стрим. И если же вдруг все получится сделать красиво, как надо, то в день, когда будет стрим, я напишу. Там за несколько часов, может за час, за 2. Ну, в общем, чтобы не пропустить мой стрим, просто подпишитесь на мой телеграм-канал. У меня, кстати, будет еще одна там интересная новость. Надо будет опрос запилить, насколько это рентабельно будет. Но я думаю, это будет рентабельно. Чем больше площадок, где будет проходить стрим, тем лучше. Короче, разберемся. Разберемся. Все, теперь не буду вас грузить, давайте. Мне нужна реликвия сейчас. Какая мне реликвия нужна? Да, если честно, хрен его знает, какая мне реликвия нужна. Винстрика у меня нет. Сильный стол у меня, ну, такой, 50 на 50. Если бы я, допустим, поставил бы сейчас себе 3 охотников, это было бы намного сильнее. Потому что у меня есть охотник в 2 звезды, который, ну, милишник, который будет накидывать урона очень много. И частота срабатывания синергии охотников как-то работает покрасивее у героев ближнего боя. И я, кстати, давным-давно не записывал сборку, это через мантию короля. Может, получится когда-то. О, аптечка. О! Ну вот, кстати, аптечку священника, я думаю, сейчас использую. Сейчас я посмотрю, никто ли не будет ее тоже использовать. Если никто сейчас аптечку священника не будет использовать, то я использую аптечку священника. Там уже нефритового генерала нашли. Это меня не радует ни грамма. Нежить собирают. Короче, вроде никто не хочет сейчас использовать аптечку. Поэтому я сейчас ее возьму, аптечку.
И сейчас посмотрим следующий раунд, потому что там, видите, есть один человек, который вылетел, и эту аптечку я хотел бы раскрыть на полную. А, чел, кстати, на первом месте будет играть на охотниках, и будет этих охотников собирать в 3 звезды. То есть, я так понимаю, он останется на 6 уровне, соберет себе несколько охотников в 3 звезды, а после пойдет ролиться. Ну, вот, кстати, видите, я выиграл сейчас раунд. Я думаю, наверное, мне все-таки стоит половину стола убрать, оставить только 2 жрецов и тупо идти дальше в уровень. Почему я так делаю? На самом деле все просто. Я хочу себе сделать 10 уровень и сразу поставить себе 6 рыцарей плюс 4 древних. И, тоже такой немаловажный момент, я буду, возможно, играть через ДК. То есть, не знаете, не через стандартного, там, допустим, темного лорда и всякое такое, а вот именно через ДК, чтобы у меня был тот герой, который будет наваливать прям за обе щеки. Я думаю, агра можно продать уже. Жалко, у меня нету бафа людей. На самом деле у меня сейчас сильный стол. Охотник сейчас ко мне пришел. Ну тоже, да, если охотник будет огромный, у меня будут, ну, трудности. Трудности, потому что элементарно этот парень на охотниках может себе сделать 9 охотников и разваливать будь здоров. И если у меня не будет ДК Кири, то будут проблемы. ДК Кири просто, он когда перевоплотится, он будет героем дальнего боя. У него будет обалденная тычка. Если мне еще и повезет по предметам, то, соответственно, там еще и предметы обалденные будут. Все-таки решил агро продать, как вы заметили. Да и ЦК, наверное, стоит продать. Все-таки я вот хочу... Ну, вот этих вот 5 хочу рыцарей. Абадон, Легионка, новый герой, вот этот богиня войны, ДК и бабка. Бабку можно будет закирить. Ну, правда, в бабку я не особо верю. Ну, она такая, понимаете. Ну, вроде бы на бумаге бабка очень сильный герой. Но для того, чтобы эту бабку реализовать, прям, ну, очень много надо. Много надо по предметам. Короче, много всего надо. Я думаю, это вы прекрасно понимаете. Он чел уже на нового героя там собрался в 2 звезды. А, ну и, кстати, вот минус игры через древних. Если ваш противник адекватный, если, допустим, вы играете на тех же самых гоблинах, то там элементарно соберутся либо ведьмаки, либо же упадет там перчатка 5-го тира, либо же, соответственно, сыграет он на драконах-магах, и тогда будут огромные-огромные проблемы. То есть неплохо, кстати, мне пришло. Но мобов, по идее, я должен спокойно забирать. По идее, мобов я должен спокойно забирать, потому что у меня, во-первых, есть орк-охотник. И там я поставлю себе немного синергию древних еще сверху. А может вообще полную синергию древних поставлю. Может 4 рыцаря поставлю. Вот, поэтому гоблины мне не особо нравятся. Типа, гоблины хорошо защищаются от физического урона, но не от магического. Это очень такой вот огромный момент. Но там, в гоблинах, ты можешь себе сделать керри алхимика. Унка. Кстати, будут инсектоиды собираться здесь. Это плохо. Это очень плохо, то, что будут инсеки собираться. Панду поставил, кстати. Может, мне там хитрец какой-то упадет. А может, что-то еще интересное упадет. А может, вообще, боль и разочарование. Но боль и разочарование — это залог, наверное, успеха всегда, потому что, когда ты покупаешь панду, ты уже должен понимать, что боль и разочарование будет тебя преследовать везде. Уже почти 8. В скором времени уже буду. Буду огромным дяденькой. Да. Ну, если бы у меня не было орка-охотников 2 звезды, я бы этот раунд, скорее всего, проиграл. А так как он у меня есть, я этот раунд должен вообще разорвать в пух и прах. Что-то еще хотел такое интересное вам рассказать по поводу древних. Ну, короче. Ну можно, кстати, под такую сборку, как я сейчас придумал, можно сделать себе другого какого-то керри. Тут есть импреска. Мы можем через импреску поиграть. Это, конечно, наверное, будет не то пальто, но можно будет попробовать поиграть через импреску. А может тут спектра будет, я поиграю через спектру вообще. А может Свен, а может кто-то еще будет. В общем, я посмотрю, что там еще за легендарки будут. Может, поиграем через, соответственно, какую-то другую легендарку, а не через конкретно там ДК условного и тому подобное. Правильно?
Ну, правильно. Предметы неплохие, но я возьму талисман счетчика. Через духа пятерку можно было бы сыграть. Но просто понимаете, тут, если брать импреску, нужно освобождать 2 места. Но не факт, что у меня эти 2 места будут. Я думаю, тут все прекрасно это понимают. Не факт. Далеко не факт. Палочку, наверное, сейчас скипну. Минус 6 брони. Я возьму медальон. Медальон я беру не просто так. Медальон я беру чисто из-за того, что тут есть дух пятерка. Если бы духа пятерки не было, то можно было бы этот медальон не брать. А так, вдруг чего может нарисоваться в чел, который будет играть через жрецов, и это будет прям вообще не то. У меня кошка с ума сходит, ребята. Просто у меня, короче, в углу комнаты есть коробка, она сейчас с этой коробкой играется. Ну, так что извиняюсь сразу за фон. Надеюсь, его не слишком сильно слышно. Надо эту коробку просто будет вынести, потому что если я не вынесу коробку, я вынесу кошку. Кунка, хорошо. И Лина, кстати, пришла. Но... Ну, пусть будет так. Сейчас не слишком огромный стол. На самом деле, я надеюсь, этот чел на последнем месте сейчас вылетит. И я надеюсь, что он ко мне не придет, потому что он мне всю малину испортит. Я и так сижу на лустрике, я получаю кучу денег за лустрик. Ну, еще не полностью. Но кто вдруг не знает, то когда у тебя серия из 5 лустрика, ты получаешь, по-моему, плюс 1 или плюс 2 монетки. Я просто точно не помню. Там то ли с 6 начинается плюс 2 монетки, то ли из 5 начинается. Но, по-моему, когда ты играешь на винстрике, то с 5 у тебя уже плюс 2, а с 6 у тебя плюс 3 винстрика, а с лустрика, по-моему, когда у тебя 7 лустрик, тогда ты уже получаешь плюс 3 монетки дополнительно за поражение. По-моему, так это работает. Если что, в комментариях мне поправите. Будет, знаете, это такой легкий байт на проверку моих знаний. Хорошо, там чел, который вылетел в начале игры, вылетел. Отлично. Я уже почти 9-й. Антимаг. Кстати! Ребята, я даже знаю, что мы сейчас будем делать. Мы будем играть через керри антимага. Все, решено. Эмпресску как бы можно было бы реализовать, да? Но я буду играть через керри антимага. А почему нет? Керри антимаг это очень сильный керри. Тот керри, который прям развалит. Кстати, нормально хп восстановил. С 5 баночек так-то. Что-то около 20 хп восстановил. Я так мельком задумался, даже забыл посмотреть, сколько у меня там изначально было хп. Но если не ошибаюсь, у меня было 41, а стало 60. То есть 19 хп за 5 банок, это вообще шикардос. Можно было бы, конечно, побольше, но... Спасибо, хотя бы не по одному, по 2 хп восстановил за каждую баночку. Спасибо. Ух, Зевс. Блин, мне так Зевс хорошо идет. Один раз Зевс пришел, говорю, Зевс хорошо идет. Ну, вы поняли. Будем играть через антимага. Раз антимаг идет, значит будем играть через него. Я так не хочу орка-охотника этого продавать сейчас, потому что в скором времени 20-й раунд и... Надо посильнее себе стол уже делать. Плюс 1 хп. Какая вкуснота! Ну, вкуснотища да какая. Кстати, у меня... Аганим? Это жестко. Ничего не скажу, это очень жестко. Это, кстати, чела вынес. Антимаг не имба. Антимаг ни разу не имба. Запомните это. Ну, вы и так это без меня прекрасно знаете. Но антимаг ни разу не имба. Там, кстати, 2 нежити собираются. Тот чел, который хотел играть через охотников, он почему-то собирает нежить. Дополнительно. Это, наверное... На самом деле, это, наверное, какой-то флешмоб. Потому что нежить я особо не встречал. А тут целых 2 нежити собирается. Это ж вообще что-то новенькое, необычное.
Ставлю сейчас 4 рыцаря, если все-таки будет у меня вот такой вот стол. Но если бы у меня был не было, точнее, орка-охотника, я думаю, этот раунд бы я бы полностью пролюбил бы. Но благо он у меня есть, я сейчас спокойно себе возьму 10-й. У меня уже он почти, кстати, 10-й. Сейчас еще один раунд проиграю, у меня там аптечки хватает. То у меня вообще будет 10-й. Сумка Пандамена или Шлемареса. Я возьму сумку Пандамена. Причина на самом деле простая. Это потому, что на следующем раунде я буду уже ролиться. Я думаю, я 10 возьму на следующем раунде. Поэтому буду ролиться на следующем раунде. И все, в принципе. Жаль. Предмет 4-го тира мне не нужен. Ну, потому что не нужен. А зачем мне предмет 4-го тира? Мне предмет 5-го тира нужен. То есть мне щит 5-го тира подойдет, молнии 5-го тира подойдут, бессмертие подойдет. Но на самом деле, из всех предметов, которые я хочу с 5-го тира, самые желанные это щит 5-го тира и молнии 5-го тира. Можно еще маску 5-го тира засунуть, но не очень-то нужна эта маска. Вот два предмета вот этих вот критически важных. Это щит 5-го тира и молнии 5-го тира. Потому что, ну, щит 5-го тира это всегда имба. 25% возвращать есть вероятность, что все ты вернешь. То есть все дебафы, весь урон. Поэтому даже когда его порезали с 35%, 25% это довольно-таки много. Вот, кстати, бы сейчас вот этот новый герой накинул бы, допустим, на моего героя, у которого щит 5-го тира, я бы мог это вернуть. И он то, что он нашел там Аганим, это больно. Ой, какой я гений! Я думаю, вы это заметили. Я баф людей не поставил, прикиньте. Затрынделся и баф людей не поставил. Вот это я, ну, молодец, Санечка. Какой же ты умничка. Гений. Непризнанный гений. Варлок сюда. Раскрываю героев. 2 мартретки пришло, но мне они не нужны. Так, ДК и новый герой сюда. Все, волшебников, в принципе, можно и не покупать. Варлока я не буду собирать. Тут тоже не буду собирать. У меня пока слабовато еще стол. Надо будет раскидывать предметы. Тут, кстати, по-моему, блин, не выиграю, наверное. Да, если бы у меня была куча героев 2 звезды, то этого охотника бы я выиграл и забрал бы винстрик. 15 винстрик, у него 16 винстрик. Блин, какой же у него вкусный винстрик. Обидно, что он ко мне сейчас пришел, а не попозже. Обидно немножко. Я-то рассчитывал на то, что он чуть-чуть попозже-то придет. Но нет. Омник! В этой игре есть Омник. Оп, Некр. Некр мне не нужен. Но в этой игре есть Омник. Что-что, но в этой игре есть Омник, ребята. По-моему, нас ждет обалденнейший контент. Что я хочу еще? Во-первых, я хочу нового героя собрать. Желательно, конечно, собрать этого нового героя в 3 звезды. Отлично. Я знаю, то, что я 2 медальона скипнул, но тут никто не собирает, если что, жрецов. И даже не пытается собрать жрецов, я так проследил этот момент. И поэтому я уверен в том, что жрецов в этой игре не будет, поэтому беру и скипаю этот медальон. И нахожу себе щит 5-го тира. На самом деле, этот щит 5-го тира, это то, что доктор прописал, потому что он мне необходим. Урона, посмотрите, кстати. Нормальное такое количество вкинул. Но мне теперь нужен Омник. Что вы понимали? Омник нереально много дает. Ну, я думаю, вы это без меня прекрасно знаете. Но вдруг кто не знает, только рассказываю. Омник нереально много дает. Омник, во-первых, сейчас со своей способности мало того, что скидывает все дебафы, так он еще и дает отхил. А как мы помним, синергия древних работает от отхила. Это прям тонна урона будет. Поэтому, ребят, если есть возможность, когда у вас упал Омник, поставить Омника, обязательно мы его ставим. Это триггер для синергии древних. Раз в 3 секунды древние срабатывают. Чел он поставил себе чернокнижников. Но это ему не поможет. Сейчас я еще чуть-чуть апнусь, приду и уничтожу этого охотника. Я надеюсь, никто, ни одна живая душа не возьмет и не будет идти на этого охотника и забирать у него винстрик. Это мой винстрик.
Это мой винстрик, это мои деньги, это моя корова, и я ее буду доить. Так, анимак 2 звезды. Хорошо. Инчу купил, у меня сейчас есть место, поэтому пока ничего не буду делать. Место есть. Все более-менее хорошо. Сейчас будут мобы. На мобов делаем другую расстановку. В принципе, под синергией древних и рыцарей я должен этот раунд спокойно забрать. Плюс у меня щит 5-го тира есть. Кстати, еще одна нежить собралась. Ого. Интересно. И у него тут рейд ночных зверей на 25-м раунде. На самом деле, охотники могут спокойно 25-й раунд забирать. Даже если у тебя там двойные мобы. Давайте сейчас вот и посмотрим, кстати, по его хпшке. Да что ж такое? У меня насморк появился. Тут не проснулся полностью. Все, насморк появился. Но меня на самом деле вот этот парень смущает. Хотя у него денег и хп нету. Щит упал вот этот против... Ну, в принципе, против охотников норм. Бабка, хорошо. Дизраптор. Ну, мне дизраптор не нужен. Эмпреска. О, блин, ну эмпреска это, конечно, круто, но не совсем. Потому что у меня рога войны нету под эмпреску. Ладно, продам ее, короче. Будем играть через антимага. Как я и подумал, будем играть через антимага. Так. Звери, хорошо. Новый герой, кстати, хорошо идет. Но мне нужен омник. Давайте так. Засекайте. С какого раунда я начал ролиться. Ну, в принципе, ладно, бусы пойдут. Хотя, на самом деле, я бусы не хотел. Смотрите, засекайте, с какого раунда я взял себе 10 уровень. И на каком раунде ко мне придет омник. Вот и проверим сейчас скиллуху. Насколько хорошо мне будет приходить омник. Я думаю, мне на самом деле надо будет какую-то еще и синергию заблокировать. На втором месте я вообще не понимаю, что он там собирает. Какой-то бред полный. Но меня больше смущает вот чел на первом месте все-таки. У него сейчас очень огромный стол. У него муэрта, хорошие предметы. И скоро у него еще и тракса будет. Будет тяжело в этой игре. Кстати, надо двух орков забанить. Сколько стоит? 14 монет. Надо 14 монет сейчас будет собрать и забанить орков, чтобы мне не приходили вот эти вот 2 лишние легендарные фигуры. А там у чела, кстати, винстрик заберут сейчас. Етить, колотить. Ну нет, ну это мой винстрик был, ну кто? Чел на нежити. Вот. Ну готовься, все. Брей ноги, я в дороге, нежить. Готовься. Я к тебе приду. Тупо готовься. Забрал винстрик мой. У меня как раз антимаг хорошо против нежити работает. Я бы даже сказал, отлично работает против нежити. Но чел, который играет через нового героя, максимально странный. Вот на предпоследнем месте максимально странный чел. Ну, инсектоид это стабильность. А, вот почему у меня насморк. Тут же инсектоид. Из-за этого у меня и насморк. Из-за того, что тут инсектоид. У меня же аллергия на инсектоидов. Если я начинаю чихать, либо же у меня начинается насморк, то все. Значит, здесь 100% собирается инсектоид. Ой, вот, кстати, тоже древние чернокнижники. Бам! Ничего себе ты урона там даешь. 6500 урона он накидал. Это, конечно, не помогло ему, но... Ничего себе ты там урона накидаешь. Так, орков забанили, поехали. Омник. Падла на омнике. Ладно, еще не отчаиваемся. Ждем омника. Ведьмаки, кстати, собрались там. Тот парень собрал себе ведьмаков. Это может ему, конечно, не помочь. У него очень слабый стол. Вот инсектоид, я надеюсь, что вылетит. И ой-ой-ой, какой там огромный охотник. Есть проблема.
Нежить довольно-таки такая сумбурная тема. Скорее всего, нежить я смогу спокойно вынести. А вот охотника на первом месте, возможно, я с трудом вынесу. Если, конечно, там Муэрта останется, и 1 на 1 я вынесу эту Муэрту. Но если бы у меня сейчас был Омник вместо Луны, я бы вообще без шансов этого охотника бы вынес. Просто Омник мне нужен 2 звезды. Как я уже сказал, это триггеры для древних, и, соответственно, это не только триггеры для древних, это 60% поглощения физического урона, на секундочку. Под рыцарями. Там вообще 0 урона будет от этих охотников. Так, минус инсектоид, хорошо. Новый герой в 2 звезды, отлично. Где Омник? Понял. Омник идти сегодня не хочет. Если честно, я сейчас взорвусь. Надо, кстати, не спешить. Во-первых, есть шлем Ареса, от которого бы я не отказался. Во-вторых, есть мастерская Бума, от которого я тоже не отказался. Ну и в-третьих, это рейд ночных зверей есть. Что я бы тоже не отказался. И есть проблема. Если сейчас чел на первом месте соберет себе 9 охотников, то мне торба. Мне торба, если я не перестроюсь. Ну, я, кстати, блинк возьму лучше. Блинк, башер пока что поставлю. Вот так вот. Просто тогда антимаг может прыгнуть прямо под Муэрту и начать эту Муэрту долбить. А Муэрта с маной взорву без шансов. А вот, кстати, это охотник пришел. Посмотрим сейчас. Ой, у него там Тракса еще в 3 звезды. Ой-ой-ой-ой-ой. На! Ой, как я его хорошо снес. Минус 12. Знаете, в чем минус? У него слишком много хп. Слишком много хп. Это проблема. Это огромная проблема для меня. Он может просто такую вариацию себе сделать. Он может себе и ведьмаков поставить, чтобы моих рыцарей пробивать. Но из плюсов это то, что здесь есть дух пятерка, и, возможно, мне придется в духов перестроиться. Но на самом деле, я как бы уже показываю, насколько древние рыцари — это рабочая синергия, потому что я захожу в топ-3. Да, кто-то сейчас должен написать в комментариях о том, что, типа, у тебя лобби слабое, и, если честно, я с ним буду согласен. Буду согласен, потому что в действительности лобби довольно-таки слабое. Хотя, насколько оно слабое? Ну, тут мага-дракона нету, единственное, что... Ну, инсект такой сумбурный получился, который... Ну, в общем, давайте так. Это я вам оставлю на рассуждение, а вы мне просто заключение в комментариях напишите. Ну, как по мне, лобби такое. Сомнительное яйцо, кстати, пришло. Либо на Омника, либо на антимага пойдет. И... Пожалуйста, приди, Омник. Пожалуйста. Новый герой идет, Омник не идет. Квапа идет, Омник не идет. Новый герой в 3 звезды пришел, ну, богиня войны. Ладно, выйду из инкама сейчас полностью. Мне тупо нужно найти Омника. И почему я хочу выйти из инкама, на самом деле все просто. Чисто из-за того, что у меня есть сейчас сумка пандомена. Так, антимаг 2 звезды, хорошо. Из-за того, что у меня есть сумка пандомена, я могу максимально дешево собрать этого героя. Вопросы имеются? У меня вопросов не имеется. Я 50 монет сролил. Да какой 50 монет? Это 50 монет я только на текущем раунде сролил. Даже больше, чем 50 монет. Там около 60 плюс монет у меня было. Да, я не активировал шлем Ареса, потому что это изменится всего лишь на 1%. На 1. Я изменю шанс выпадения фигур легендарных лишь на 1%. У меня будет не 6%, а 7%. Так, о, Омник наныл. Спасибо. У меня был бы Омник, уже быть в 2 звезды. Ну, по итогу... Ладно, спасибо, что хотя бы пришел. Я надеюсь, Омник придет в 2 звезды, потому что с Омником в 2 звезды у меня игра пойдет как по маслу. Будет намного проще.
Ну, будем надеяться, что он ко мне придет. Но на самом деле я надеюсь, что мне и антимаг придет. И темный лорд сейчас, надеюсь, придет. Темный лорд в 3 звезды будет неплох. Ну, кстати, там чел, если будет кирить себе Траксу, у меня будут проблемы. Без омников 2 звезды мне будет трудно. Ну, если, конечно, синергия рыцаря еще будет плохо срабатывать. Это очень важно, то, чтобы у меня синергия рыцаря срабатывала как надо. О, спасибо тебе, родной, спасибо тебе огромное. Кто понял, что только что произошло? Если вдруг кто-то не понял, рассказываю. Я бы на самом деле уже себе бабку собирал бы в 3 звезды. Наверное, все-таки... И бабку, и ДК надо было. Короче. Я сейчас полностью ставлю ставку на гребаного омника. Он мне очень нужен, этот омник. Короче, кто не понял, что только что произошло, у меня щит 5-го тира ни разу не сработал против этого охотника. А у охотника куча критов сработала. И, соответственно, синергия рыцарей тоже ни разу не сработала. Каю, да? Я тоже так считаю. Но на самом деле очень жестко сейчас будет решать омник. Во-первых, активация древних. Во-вторых, много поглощения урона. Вот этого охотника я распетляю, ничего делать. Сейчас лишнюю автопокупку уберу, чтобы они мне глаза не мозолили. Ну вот, кстати, чел гений. Непризнанный гений. Он просто поставил всех кучно. Вопрос зачем? Зачем ты поставил всех кучно? Ты можешь мне объяснить? Я вот 1000 раз и первый повторяю. Никогда не ставьте их кучно. Никогда. Будете ставить их кучно, вот будет вот такое вот происходить. У меня антимаг взял и всех взорвал. Каковы шансы, что мне омник придет в этой игре? На самом деле, этому охотнику дали прям вырасти. Он сэкономил очень много хп. И это плохо. Это плохо, потому что его теперь будет трудно выносить. У него сейчас руки развязаны, у него 50 монет плюс. У него обалденные предметы, у него криты, Мьёльнир. Ну, еще и Тракса в 3 звезды. О, просто под синергией рыцаря крит сразу на 1000. На! О, вот это нормально сейчас произошло. Вот нормально. И щит 5-го тира сработал, и синергия рыцаря сработала, еще синергия древних сверху сработала. От 2 героев плюс 600 чистого урона, так чисто сверху по щечкам. Такой, не! Закинул сейчас предметы в богиню войны. Какие у него предметы обалденные. Закинул предметы в богиню войны. Она у меня плотнее. И, соответственно, может много больше урона внести, нежели тот же самый антимаг. Хотя и ДК намного больше бы урона внес. Ну, закинул, короче, богиню войны. Пусть будет. Быстрее настакает свою способность. Даст станчик по дракончику. Сейчас они все кучно соберутся. И дракона этого взорвут своим чистым уроном. Чего? А что ты делаешь? Чел, вместо того, чтобы поставить себе 9 охотников и полностью меня снести без шансов, он ставит себе нежить? Ты гений? Либо там ультра гений сидит, либо я не знаю. Потому что... Может, кстати, и ультра гений сидит, потому что мне надо, как бы... Омника найти. Без омника будут трудности. Боже, какая ты тварь. Омник. Спасибо. Омник тупо не идет. Но я возьму БФ. Можно было бы, конечно, взять мантию, но я возьму БФ, потому что мне нужен урон, и мне нужен АУЕ урон. Так как он играет на нежити, а антимаг взрывает только, соответственно, героев, у которых есть мана. У меня плотный, 2300 хп, плюс у меня новый предмет наследия духа огня есть. Я сейчас разорвусь, если честно. Ну какой же это бред? Тупо омник не идет.
Я его с 25-го раунда ролю, если не раньше. Через какого там раунда появился этот омник в общем доступе? Чел, кстати, Аганим отдал Муэрту. Интересное решение. А че он такой плотный, 3200 хп? Это я сейчас не понял. Ну, он меня закономерно вынес, потому что, во-первых, синергия рыцарь не сработала, а во-вторых, омника нет. Ну, типа, насколько было бы проще, если был бы у меня омник. Там нереально было бы проще. Омник 2 звезды, 4 секунды действует щит. Мэрту закирил. Это хорошо. На самом деле, я что-то не понял, почему такие плотные зомбари. Они слишком плотные какие-то, слишком. Бам! Ой, ой, ой! Блин. Не, сейчас я вынесу его красиво. Рыцари сработали. Плюс антимаг присосался к Муэрте, у которой мана. Вот сейчас я его хорошо вынес. Даже скажу добротно. Антимаг. Ну, я нового героя продам. Мне нужно антимага в 3 звезды собрать. Антимаг в 3 звезды слишком много даст. Новый герой пока что как-то мало урона наносит. Скорее всего, не на того накидывается, на кого надо. Плюс там БКБ есть. Но на БКБ мне плевать. Там человек, кстати, если что, себе Траксу закирил. Я сейчас всех героев подкидываю поближе к Траксе. Так надо. Сейчас еще местами антимага поменяю с богиней войны. Потому что там Никс. И у Никса буду выжигать ману и взрывать. Плюс там олень есть рядом, у которого тоже мана. Давай. Бам! Хорош. Хорош. Как же это аппетитно. Ой, как хорошо. Да. Обожаю, когда срабатывает синергия рыцарей как надо. Так, короче, понял. Где же ты, мой омник? Где же ты? Я этого омника жду не могу. Тракса там сильно. А на самом деле я до сих пор не могу понять, почему этот чел на охотниках не поставил себе тех же самых ведьмаков и просто бы развалил меня. Он тупо ставит себе ведьмаков, 6 охотников, у него есть Мерта, у него есть Тракса. Он бы меня спокойно под 6 охотниками выносил. Почему он этого не сделал, не могу понять. У него и предметы хорошие. Не, ну мне бы тогда пришлось бы его контрить другой сборкой. Мне бы, наверное, пришлось ставить бы 6 духов и кирить духа 5. Дух 5 мне хорошо шел. Возможно, мне бы стоило перестроиться и собирать кири импресску. Кири импресска мне отлично шла. Вот сейчас смотрите, насколько хорошо срабатывает синергия рыцарей. И я тупо его без шансов сношу. Я сейчас, конечно, надеюсь, очень на это надеюсь, что мне придет уже в скором времени омник. Я его ищу больше 15 раундов. И тупо не идет этот омник. Ну вы сами это видите. Но это скилл. Это проявление скилла во всей красе. Как это еще можно назвать? Да никак иначе. Не знаю, может духов на всякий случай скупать. То мало ли сейчас там он найдет себе перчатку 5 тира. Можно еще горн поставить. Ну, тогда надо решаться с энергией рыцарей. Либо реально духа 5 ставить себе. Почти 11, кстати, насобирал. У меня баф же людей начал стоять. С какого-то там раунда. Я почти себе 11 взял. Ну, как хорошо молнии дамаж, да? Чисто Мьёльнир 10 тысяч урона надамажил на секундочку. Это все хрень, но мне не надо.
Яйцо упало. У меня даже сейчас яйцо упало. Омник. Короче, была не была. Я продам сейчас все, оставлю тупо яйцо, и я надеюсь на то, что мне придет гребаный омник. Просто ва-банк. Плевать. О, наныл. Наныл, наконец-то. Взгляд АЗС, если что, не просто так беру. Я думаю, все прекрасно понимают, зачем я беру взгляд АЗС. Но вдруг кто не понимает, объясняю. Взгляд АЗС замедляет скорость атаки на 50%, и, соответственно, ХП-реген тоже на 50% замедляет. Это очень сильный предмет. А так как у меня есть Мьёльнир, то там срабатывать будет абсолютно все. У меня 5 хп, кстати, осталось. Из плохого. Я в моменте думал, что сейчас синергия рыцаря адекватно срабатывать не будет. Потому что начало хорошее, а по итогу что-то как-то в конце синергия рыцаря перестала срабатывать адекватно. Чел на третьем месте странный максимально игрок на нежити. Но на втором месте вообще непонятно, что он замутил и почему он конкретно нежить поставил. Да, у него сильная Тракса, у него сильная Муэрта, все такое, но... Чел, ну ты видишь, что против тебя как бы... Ну, вот такая вот сборка, но... Почему ты не хочешь поставить себе тех же самых ведьмаков под 6 охотников и тупо забрать изи топ-1? Он и на нежити мог на самом деле забрать топ-1, но он бы не смог этот топ-1 забрать в легкую, если бы у меня Омник пришел намного раньше. Я бы ему тупо не дал бы дожить до 40 раунда плюс. Как так вышло? Ну, это скилл, ребят, это скилл нахождения Омника. Омник, сами видели, насколько хорошо шел. Но на самом деле удивительно то, что он, играя на охотниках, вообще сохранил такое количество хп. Обычно, когда ты играешь на каких-то охотниках, условно инсектоид к тебе приходит, там по 2, по 3 инсектоида. Тут я вообще удивлен. Тут на самом деле слабые у всех столы. Только вот на 5-м месте инсек, которого я выкинул. А у всех остальных очень слабые столы. Ну, это катка такая слабая получилась. Ну, в целом интересно, на самом деле. Но это моя первая игра, если что, на рыцарях древних. Возможно, она будет не объективной, но я скажу так, в текущем мете, когда ведьмаков ты почти не увидишь, древние рыцари хорошо себя почувствуют. Самое главное выбрать себе керри. Вот я в этой игре выбрал себе керри антимага, но если бы я выбрал, если бы я себе выбрал керри ДК, было бы намного жестче. Ну, либо условно какой-то 10-й герой, это там Спектра, Свен и тому подобное. Короче, можно было бы попридумывать, кого выбрать. И если вам придет новый герой, вот этот кающийся епископ в 3 звезды, то урона у вас будет тьма тьмущая. Ну, в целом, все сами, в принципе, видели. Это просто комфортная сборка, на которой сейчас можно спокойно играть. И можно даже сказать, что это входит в топ-3 сборок текущего патча. Ну и кому интересно, соответственно, какие сборки топовые. Чисто мой рейтинг — это инсеки топ-1 во всех временах. Типа сейчас инсеки — это нормальная тема. Даже то, что их порезали. Короче, инсеки топ-1. Древние гоблины, древние рыцари. Это второе, третье место. Ну, и, в принципе, четвертое, ну, даже не так. Второе место делят это древние рыцари, древние гоблины, а третье место делят драконы-маги. Ну, и в целом синергия дракона, потому что там можно переделывать и тому подобное. А дальше вот это вот топ-4, топ-5, это уже по обстоятельствам. Но вот эти вот 3 сборки, в принципе, дадут вам комфортную игру, в которой вы можете просто заходить в топ-3 и побеждать. Тем самым апать себе рейтинг. Ну, это, конечно, если вы играете не в кайф, как я, а на циферке. Поэтому, ребят, юзайте эту сборку. Хорошая сборка. Ну, в целом все. Не забудь тыкнуть свой лайк. Подписаться, соответственно, на меня тоже не забудь, если ты до сих пор не подписан. Ну и что думаешь по поводу этой игры, напиши в комментариях. И на телегу на мою тоже подписывайся. А если что, ссылки на мои каналы закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.